И действительно, глядя на старые карты, Сейчас сакральное пропустишь. мы обнаруживаем, что на них написано часто совсем не то, к чему мы привыкли в наших учебниках по истории. Ну вот я с собой захватил, хочу вам показать. Сейчас как бы из моих рук, а потом после окончания лекции можете подойти посмотреть более подробно. Андрей Ильич, возможно, на секундочку. Давайте мы с вами возьмите вот это вот. Значит, это знаменитая, так называемая Пейтингерова карта, считается созданной в античном Риме во II веке нашей эры. Это такое длинное полотнище, на котором изображен мир античный, считается на эпоху II века нашей эры. Вот так это выглядит. Это все вытянуто. Раньше моря рисовали в виде рек. Поэтому вся Евразия вместо квадратного изображения превратилась вот в такую, в полосочку. А вот в центре, вон там помечен маркер, в центре Стамбул, проливы, вот там, где вот стоит такая желтая, видна желтая метка. Там Стамбул. Вот мы говорили с вами о Йоросе, о Бейкосе. И вот там, на месте Бейкоса, где на современных картах написан город Бейкос, стоит совсем другое название, называется Хрисополь, то есть город Христа. Это есть такое косвенное подтверждение того факта, что эта карта, она, конечно, сделана не в II веке нашей эры, а где-то в веке в XVI нашей эре. Люди еще помнили многие из подлинных старых названий. Значит, потом вот можете подойти и увидеть, повторяю, на месте горы Бейкос, город Хрисополь, это город Христа. Все, спасибо. Ну, мы ее, дайте мы как-то ее тогда, может, положим. Да. Давайте мы из двух концов свернем, а потом и оставим свободным место вот там, где метка. Тут очень много информации, еще и другой, тоже очень ценный, но это наиболее яркий сюжет, поэтому после окончания лекции можете посмотреть, как называлась гора Бейкос в XVI веке. Вот все, спасибо, так мы ее положим здесь, и пусть она лежит. Ну, а теперь мы все ближе и ближе переходим к реконструкции, к тому, что же происходило с Великой империей. Это по-прежнему разные примеры дубликатов. Давайте мы их пропустим. Ну, пару слов по поводу одного очень важного дубликата. Это Куликовская битва. И показано, в скольких версиях она размножилась. Принцип такой: чем событие было крупнее, тем больше оно размножалось, что естественно. В этой Куликовской битве около 40 дубликатов. Они же изображены на оси времени. Наверху оригинал Куликовская битва, а внизу черные точки показывают, куда переехало это грандиозное событие под действием неправильных датировок. Это мы уже обсуждали. Так, все. Ну а теперь мы перейдем к следующему сюжету. Как мы уже говорили, о чем нас заставили забыть. Ну, сначала небольшое введение. Империя раскололась в начале XVII века. Событие это было грандиозным, и нам оно известно под наименованием «Войны реформации». Мятеж возник на территории Германии. Германия была перенасыщена ордынскими войсками, и к моменту начала мятежа
произошло следующее. Империя существовала уже довольно долго, с XIII века по конец XVI века. Провинции приобрели силу, и наместником ордынского царя-хана каждому из них уже, по-видимому, не очень хотелось подчиняться метрополии, тем более, что, согласно принципу Монгольской империи, она же ордынская, провинции должны были платить дань, отдавать заметную часть своих доходов в метрополию на организацию жизни империи. Империя организовывала централизованным, более или менее образом военную жизнь, строительство флота, финансовые потоки, распределение разных функций по провинциям. Одни провинции занимались, скажем, военным делом, в Англии строили флот, в Испании другие на провинции играли роль курортов для империи, скажем, Южная Франция, часть Италии. Здесь расцветали искусство, литература, живопись, скульптура, которая нам сегодня известна под названием античная. В других областях империи ханы организовывали медицинские центры в той же Франции, в Германии. Сама метрополия, которая находилась на территории Руси-Орды, брала на себя административно-организационные функции и военные функции. Контролировалась вся жизнь империи административная, войска, гарнизоны имели центральное подчинение, по-видимому. Поэтому в XVII веке, когда наметился раскол, он диктовался желанием провинции выйти из-под влияния метрополии и оставлять большую часть дани или вообще всю дань у себя. На это наложился очень тяжелый момент. В Библии есть несколько книг, которые подробно описывают заговор, происшедший в метрополии Руси-Орды. Это две знаменитые книги «Юдифь» и «Эсфирь». В метрополии империи при дворе царя-хана Ивана IV Васильевича, он же Иван III, возникла непростая семейная ситуация, в результате которой законная жена царя-хана-императора София Палеолог, жена Ивана III, была отодвинута от власти, сослана. Ее место заняла молодая женщина Елена Волошанка, в Библии описана как знаменитая Эсфирь. С ней вместе ко двору царя пришел клан протестантов из Западной Европы, и в результате возник раскол в центре, в сердце империи, в столице. Раскол, начавшийся на религиозной почве, потом стал военно-административным. Метрополия, ее население раскололась на два слоя. Категорически против выступила православная церковь. Началась тяжелая борьба во дворе хана. И, по-видимому, в этот момент осмелевшие наместники в провинциях, в первую очередь Западной Европы, в первую очередь в Германии, решили объявить самостоятельность. Метрополия пыталась этому противостоять. Знаменитые ливонские походы Ивана Грозного, это была, как сказано в Библии. В Библии Иван IV Васильевич отразился как знаменитый царь Навуходоносор. Была попытка подавить мятеж в провинциях, были направлены войска, и война с Литвой, которая преподносится сегодня как война огромной империи Ивана IV Грозного с небольшой, гордой, непокорной Литвой, была на самом деле войной не с этой маленькой территории, а войной со всей Западной Европой. И она кончилась плачевно для метрополии, войска потерпели поражение, мятеж подавлен не был, войска вернулись к месту дислокации, было несколько разгромов имперских войск на территории Польши, Литвы и Беларуси современной, и раскол стал нарастать. На какое-то время в метрополии с расколом удалось справиться. Елена Волошанка, она же Эсфирь,
она же описана в документах, один из знаменитых ее дубликатов – это Мария Стюарт, была в итоге подвергнута опале, была сослана. В русских документах об этом говорится довольно глухо. Русские летописи, по-видимому, считали не очень достойным выносить наружу сложные события внутри царского двора и его семьи. Библия вообще не говорит ни звука о конце Эсфири, хотя в конце книги Юдифь и Эсфирь уже видны элементы начала подавления мятежа Метрополии. Зато в версии Марии Стюарт эта история изложена очень ярко. На эту тему написаны книги, знаменитая книга Стефана Цвейга, фильмы многочисленные. Люди, многие рыдают, глядя на судьбу трагическую Марии Стюарт, которая была якобы раздавлена злобой и ненавистью Елизаветы, императрицы. Елизавета – это отражение в английских хрониках Софьи Палеолог. В итоге история Марии Стюарт отражает более-менее события, о которых умолчала библейская книга «Эсфирь». Елена Волошанка, она же Стюарт, была отстранена от власти, была заключена в тюрьму, потом была сослана в Англию, на периферию империи, где и была вскоре казнена. В итоге вроде бы метрополия, да, был разгромлен пришедший вместе с ней к власти клан протестантов. В Москве это были знаменитые процессы по сожжению еретиков, наиболее хорошо отразившиеся в биографии Ивана III Васильевича. Но, тем не менее, этот успех оказался недолговечным. Метрополия была уже заражена смутой, а провинции, воспользовавшись тем, что ливонские войны Ивана Грозного не достигли успеха, подняли голову, и начался мятеж. Мы это знаем под названием реформация. Естественно, для успеха мятежа нужна была идеологическая основа. Ею стало якобы разделение церквей. Согласно нашим результатам, до начала XVII века религия в империи была, в общем-то, едина, хотя, конечно, были в ней отдельные течения, но они не носили характера радикальных отличий. Но в XVII веке довольно искусственным образом было начато разделение церквей, и из единой ткани христианства апостольского той эпохи выделились отдельные ветви, которые мы знаем сегодня как православие, католичество, буддизм, иудаизм, мусульманство. Все это ветви, бывшие единой до начала XVII века религии на территории Ордынской империи. Попытки империи восстановить единство оказались безуспешными. Начался раскол, он был кровавым. Мы знаем из современных учебников огромное количество войн на территории Западной Европы. Происходил дележ наследства империи. Каждая территория, естественно, объявила свои достижения, сделанные в рамках империи и шедшие в ее общий котел как свои личные достижения. Флот, армия, войска, культура, искусство, скульптуры и прочее, прочее было объявлено индивидуально локальными, возникшими здесь и только здесь, якобы независимо от метрополии. Саму идею империи похоронили, заставили народы забыть, что была единая империя. Эта идея была очень опасна, потому что очень многие слои противились расколу, и сама идея бывшего единства была заразительной. Новые, пришедшие к власти мятежники, правители в провинциях этого не хотели. Первое, боялись восстановления империи. Второе, надо было заявить, что они законные правители в своих провинциях, а не мятежники, которых следовало судить по закону империи, что у них якобы своя собственная древняя история, ведущая свое начало из глубокой древности. Поэтому началось переписывание истории. Переписывание истории было
сделан не потому, что кому-то так захотелось, и заурядные историки якобы решили написать новые книги. Отнюдь нет. Переписанная история – это была железная политическая необходимость, поскольку она должна была обосновать права мятежников на власть в провинциях. Поэтому процесс шел более-менее согласованно, он шел быстро, сравнительно, и наместники, между прочим, были все людьми одного социального слоя. Это были наместники империи, не знали друг друга, они были женаты перекрестно друг на друге. Поэтому договориться о написании новой версии было несложно, тем более, что она писалась в узком кругу лиц. Не так-то много людей создавали новую версию. Вот лежат 3 тома Питавиуса, еще 2 тома Скаллигера, и еще несколько томов. Поэтому не так-то много было лиц, допущенных к созданию новой хронологии. Была придумана очень грамотная идея, а именно идея была следующая. Хронологию надо было изменить. События, которые происходили не так давно и которые были неприятны для наместников, были отправлены путем искажения дат в далекое прошлое, где они стали как бы старыми, ветхими, уже мало кого волнующими и менее обидными. Так возникла удлиненная хронология. В результате 2 механизмов. Первый – это естественные ошибки. Я говорил об одной из них, когда букву «и» объявили единицей, убрали точку и тем самым удревнили даты на 1000 лет. Но, конечно же, процесс создания этих книг – это была намеренная фальсификация для создания новой версии истории, выгодной для наместников, которые приобрели власть в итоге мятежа на новых территориях. Что было сделано? Ну, во-первых, кроме изменения дат и кроме написания новой истории, была сделана грамотная вещь, а именно были придуманы новые языки. На основе государственного языка, который царил на территории империи, славяно-тюркский, были созданы местные языки, которые мы знаем сегодня как латынь, древнегреческий, французский, испанский, немецкий и так далее. У нас есть специальная книга, в которой мы анализируем латынь, например, и славянские языки, показываем, что очень похоже на то, что в основе латыни лежит старославянский язык, который царил на территории империи. Все это происходило в XVII веке. Идея была понятная. Введение новых языков создавало границы не только политические, но и языковые. Тем самым народы, оказавшиеся на обломках империи, отчуждались друг от друга, отделялись стенами, не только военными, но и языковыми. Люди не понимали друг друга. Раскол в религии был очень полезен для того, чтобы снизить межконфессиональные браки. Были введены различные ограничения. Там, французу-католику стало как бы уже нехорошо жениться там, на православной девушке из Новгорода и тому подобное. Это тоже все лило воду на мельницу лиц, которые хотели расколоть единство империи. Многие провинции сопротивлялись. Наиболее сильные тенденции к сохранению империи были, само собой, в метрополии, то есть на территории Руси-Орды, Владимир-Суздальская Русь. В Турции, хотя уже ее заставили воевать с метрополией, еще долго помнила бывшее единство. В Западной Европе наиболее долго сопротивлялась мятежу Испания и Англия. Испания и Англия. С Испанией воевали очень долго. Несколько ее правителей, которые выступали за сохранение единства империи, Филиппа II, герцога Альбу, объявили врагами человечества, жестокими тиранами, которые залили кровью прогрессивное движение, возникшее на территории Испании и Южной Франции. И так мы сегодня знаем, как тиранов. Это были, по идее, люди, которые стремились сохранить
единства империи, и в кровавой войне на обломках бывшего царства выступали на стороне Орды. Все это заняло длительное время. Весь 17 век был погружен в кровавую смуту. На Руси власть была захвачена Романовыми, узурпаторы, которые приобрели трон после Великой Смуты. Предыдущая ордынская династия была разгромлена, в значительной степени вырезана, но сопротивление длилось еще очень долго, до времен Петра, и мы это знаем тоже по самым разным поводам, пока шла тяжелая борьба на территории бывшей метрополии. Ну, в частности, знаменитые войны с Пугачевым сегодня нам преподносятся как некий конфликт с мелкими казачьими поселениями во главе с разбойником Пугачевым. Масштаб сильно уменьшен. На самом деле это был конфликт, была война между довольно небольшой территорией Москвы, захваченной Романовыми ставниками Запада Европы, и огромной московской Тартарией, которая начиналась на Волге, за Волгой и тянулась на восток, вплоть до Тихого океана, и через него захватывала территорию значительную Северной Америки, в том числе Аляску. Романовы воевали с Пугачевым, то есть московской Тартарией, с запада. В это же время флоты мятежников, вышедшие из Западной Европы, высаживались на берегах Атлантики и начали войну с западного побережья, с восточного побережья Атлантики, и поднимались вверх. В итоге штаты, которые в значительной степени были, вся эта территория была ордынской, и долго оставалась ею, и штаты Орегон, и Аляска. Была война. В итоге Аляска, как все мы знаем, была сдана Романовыми фактически за бесценок. Это был последний обломок Руси-Орды на территории Америки. Поэтому, с одной стороны, американские штаты, возникшие как раз в конце войны с Пугачевым, они США и возникли на обломках империи в момент разгрома войск Пугачева. Ну, а со стороны Волги Романы при поддержке западных войск смогли разгромить войска Орды, и в итоге только после этого Романовы впервые вошли в Сибирь. Войны продолжались еще очень долго, были независимые Тартарии на территории Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. Откололся Китай, была построена Великая Стена китайская, отнюдь не в III веке до нашей эры, а в XVII веке нашей эры. На территории Манчжурии провели линию в виде стены, отделив себя от мятежной метрополии, которая стала захватываться Романовыми. Это была стена не оборонительная, а стена, которая на территории чертила границу между старой метрополией и ее отколовшейся территорией в Китае. Япония изолировалась. Это одна из важных провинций империи. Она закрылась. Находясь на острове, ее властители, шагуны, старались сохранить остатки Орды на территории Японии. Им это удалось дольше всех. Испанию поставили на колени в XVIII веке, чуть позже Китай. Япония продержалась под властью самураев до середины XIX века, когда, наконец-то, взгляды победителей обратились к острову Япония, высадились, к берегам Японии подошли якобы торговые флоты, военные корабли Европы и Америки. Был организован мятеж в Японии. Южным провинциям объяснили, что у них очень плохие правители, имеющие столицу на севере, на острове Езо, он же Иисус, бывшая метрополия Японии, столица Айзу,
то же самое Иисус Езу. Началась война, самураи, будучи оторваны от старой метрополии, имели вооружение, уже уступающее в значительной степени вооружению флота Западной Европы и Америки. Пушки у них были старых образцов, против них уже шли войска, вооруженные современным вооружением. Самураи были раздавлены, в значительной степени вырезаны. Это знаменитая революция Мэйджи на середины XIX века. После чего Япония была оккупирована. Уцелевшие самураи были вынуждены принять идеологию победителей. Дошло до того, что некоторые высокопоставленные члены администрации Японии стали носить западноевропейские мундиры, такие типично западноевропейские. Сегодня желающие побывать в бывшей столице самураев в городе Айзу могут зайти в замечательный музей истории Японии, посмотреть на то, как происходила революция Мэйджи, и увидеть такую панораму, показывающую гибель последних войск самураев под натиском мятежников, идущих с юга. В современных учебниках объясняется, что победа прогрессивных южан, которых поддерживали доброжелательные, деликатные западноевропейцы и американцы, была достигнута исключительно благодаря превосходству идеологии южан над плохими северянами, и что якобы европейцы снабжали южан всего-навсего рисом, лопатами, топорами, но иногда им давали несколько револьверов, чтобы они могли отразить войска самураев. В музее города Айзу панорама показывает, как в последний дворец шагуна входили победители. Самураи почти все уже уничтожены, женщины, жены самураев кончают свою жизнь самоубийством. Последняя из них, молодая девушка, представляет в своей груди меч. Сейчас она умрет, а в это время, в этой вот композиции, это все сделано скульптурным образом, из воска, там все раскрашено, все это сделано очень так, все костюмы исторические. Входят победители, входит солдат-победитель с юга Японии, японец, который вот прогрессивный южанин несет свободу и прогресс, и демократию империи зла самураям на севере Японии. Японец-южанин одет в мундир наполеоновского образца, на его груди перевязи, на боку у него шпага, в руке у него тяжелый военный мушкет голландского производства, и его лицо, он рыжий, его лицо – это лицо европейца, и входит европеец, который уничтожает последних принцесс самураев. Ну, естественно, вопрос посетителей, он возник и у нас. Экспозиция музея делалась уже в 20 веке. Люди, которые изображали прогрессивного южанина, японца в виде западноевропейца в типичной западной одежде и в облике европейца, не могли не понимать, что они делают. Они это прекрасно понимают. Естественно, в учебниках у них написано одно. В разговорах со специалистами, в том числе и со специалистами музея, становится ясно, что люди прекрасно знают, кто шел покорять самураев, и недаром многие посетители недоуменно смотрят на этот образ, освещенный яркими лампами, и спрашивают гидов, кто же это такой. Мы тоже видели, как гиды отвечали на такой вопрос. Они умалчивают, делают вид, что не понимают. Поскольку спрашивают обычно иностранцы, гиды делают вид, что они плохо понимают европейцев, и это просто уходит. Хотя видно по ним, что они прекрасно осознают, что же здесь на самом деле они сами показывают посетителям. Вот как раскалывалась империя. Как видим, раскол шел
вот в Японии, собственно, уже не раскол, а разгром империи шел до середины XIX века. Ну а теперь следующий шаг. Я описал вкратце, что происходило. И хотел показать, что происходящие процессы, в том числе создание фальшивой истории, это не блажь историков, а политическая необходимость. Люди, раскалывающие империю, обязаны писать новую историю, иначе им не поверят, их сбросят с престола, они должны обосновать свои права на власть. Они вынуждены писать новую историю. А хронология, да, это просто один из механизмов. Он, конечно, был очень сделан грамотно, даты сместили вниз, события многие уехали вниз, летописи уехали вниз, и империя уехала вниз. Империя дублировала, она раскололась, как в голограмме, на осколки и стала в туманном виде блестеть на страницах учебников под названиями Великая Римская империя, Великий Царский Рим, Великий Халифат, Великий Античный Рим, Поднебесный и прочее, и прочее. И в этом виде существование империи уже никому не казалось обидным. Слова же, которые вытекают из наших результатов и говорящие, что на самом деле все это отражение одной империи, вызывает часто раздражение, поскольку в корне меняет наше представление о мире вплоть до XVII века. Поэтому, как я уже говорил, надо было заставить многое забыть. Это надо было сделать на протяжении одного-двух поколений в школах, в университетах, в культурных слоях общества, внедряли новую идеологию. Одни символы, одни образы отправлялись в прошлое, другие ставили на их место. Посмотрим на отдельные фрагменты, что же нас заставили забыть. Один из сюжетов. О нем тоже много писали в книгах, сейчас я о нем скажу. Это арабские надписи на русском оружии. То есть надписи, которые мы считаем как бы сегодня арабскими. Очень интересный факт. Будете ходить по музеям, посмотрите, обратите внимание на старинное русское вооружение, которое выставлено с табличками: старинный русский шлем, старинный русский щит, старинная русская кольчуга и тому подобное. И вы увидите, что очень часто на этом вооружении, часто богатом, увидите арабские надписи. Этот факт нельзя не заметить, а заметив его, люди начинают искать все новые и новые сюжеты и задавать вопросы гидам. Поэтому, естественно, ответ на вопрос, возникший давно, был продуман и звучит так. Да, говорят гиды по музеям, например, по оружейной палате. Вот шлем называется Иерихонская шапка, знаменитый шлем эпохи Алексея Михайловича. Роскошный шлем, золото, насечка, драгоценные камни. По шлему идет арабская надпись. Вопрос, почему на вооружении русского царя, хана, арабская надпись? Наше объяснение очень простое. Объяснение такое, что до XVII века на Руси было несколько алфавитов. И то, что считается сегодня арабским языком, это была одна из версий звучания славяно-тюркской формы общения на территории Руси-Орды, близко к славянской вязи. Но потом, конечно, после раскола империи это было объявлено исключительно арабским. И объяснение следующее, что да, русские цари, русские воины, русские всадники носили вооружение с арабскими надписями, но они не понимали смысла этих надписей. Они просто были для них красивыми узорами. И русские воины, будучи очень культурно воспитанными и
влекомыми к чувству красоты, исключительно из этих соображений надевали себе на голову шлемы, брали в руки щиты и мечи, украшенные арабской вязью, не понимая, что там написано. Такое возможно, но это, конечно, странно. По той причине, что люди, одевающие это вооружение, например, шлем с арабской надписью, идут в бой на смерть, они готовы погибнуть и гибнут. Во всех войсках всегда люди шли на смерть под своими лозунгами, под своими символами, своими словами, своими текстами. Никто никогда не одевал на голову якобы непонятный ему текст, зная, что этот текст его должен как бы хранить в битве. Люди себя хотят защитить от стрелы и от меча. Ну вот давайте бегло пройдемся. Оружейная палата, шлем Алексея Михайловича покрыт арабской вязью. Вот она в увеличенном виде, арабская вязь. Вооружение, русское вооружение, Старицкий, сабля Старицкого, покрыта арабской вязью. Здесь нет ни одного русского слова. Кстати, как и на иерихонской шапке эпохи Алексея Михайловича. Русского слова там нет. Вот фрагмент меча Андрея Старицкого в личном виде, арабская вязь. Панцири из оружейной палаты, ну, надо увеличить, будете в оружейной палате, подойдите, посмотрите, покрыто арабской вязью. Мечи из той же оружейной палаты, русские мечи, так и написано, русские мечи, покрыты арабской вязью. Ну, музеи можете посетить. Это вот музей в Слободе Александровской, есть музей в Коломенском. Почти в любом музее, вот я показываю фотографии из Слободы Александровской, Распятская колокольня, или из Коломенского, русские шлемы покрыты арабской вязью. Причем нас сегодня уверяют, что в арабском искусстве запрещены изображения людей, животных. Это неверно. Арабская вязь здесь изображена, если смотреться в увеличенном виде, амазонка на коне, женщина-воительница с саблей, с мечом. Так что в эпоху 16-15 веков на русском вооружении, якобы арабском, вполне были изображения и людей, и животных. Это Коломенская, еще один, вот здесь видна амазонка на коне, арабская вязь, вот она в увеличенном виде, тут она стреляет, амазонка стреляет из лука. Еще один шлем, тоже арабская вязь, щит, русский щит, написано русский щит, покрыт арабской вязью, вот он в крупном виде, идет текст. Это, по-моему, снова Коломенская, еще один шлем, русский, арабская вязь идет. Да, что написано? Чаще всего написано суры из Корана, часто слово «Аллах», опять же, возвращаясь к тому, что якобы русские воины носили на себе это вооружение чисто из-за красоты, получается, что русские солдаты шли на смерть под именем Аллаха. Это, по крайней мере, полностью противоречит сегодняшней версии Романовых о взаимоотношениях православия и мусульманства. Якобы во времена Романовых православие было в конфликте с мусульманством, и уже заведомо заявляют, что русские воины шли в бой под именем Аллаха. Об этом, естественно, и не говорится. По поводу этих сюжетов обычно хранится полное молчание. Вопросы, задаваемые гидом, либо не находят ответа, а если вы начнете спрашивать гида более настойчиво, почему же на табличке «Русский шлем» мы видим вверху на шлеме арабскую вязь, это вызовет раздражение у гида, и вас могут обвинить в том, что вы срываете экскурсию и вообще как бы кто сюда пустил. Еще один шлем, арабская вязь, это изображение оружейной палаты. Надо сказать, что сегодня в оружейной палате выставлено не так-то много такого вооружения. Почему? А вот почему. Нам удалось разыскать, и мы
вооружение из оружейной палаты, воинское вооружение. Шлемы, щиты, мечи, поножи, кольчуги, панцири. Этот перечень составлен был в XVIII веке, он хранится, естественно, он недоступен для широкой публики. Там четко перечислено, что за шлем, как он называется, щит, и приведены надписи. В этой описи оружейной палаты 60% вооружения снабжено арабскими надписями. Но это то, что вы не увидите, только взяв нашу книгу и прочитав в конце приложение большое. А вот это альбом знаменитого академика Солнцева, который в XIX веке, еще фотографии хорошей не было, цветной, перерисовал со своим коллективом почти все вооружение оружейной палаты. И академик Солнцев, альбом, конечно, был не для широкого распространения, а для царского двора, он был очень дорогим тогда, и сегодня его переиздание очень малым тиражом, очень дорогое, роскошное издание, маленький тираж. Академик Солнцев аккуратно переписывал все надписи. Вот я сейчас пролистаю арабские надписи на массе предметов вооружения. Вот шлемы, я буду показывать. Вот арабский, всюду, вот арабские тексты, вот арабский текст. Это все оружейная палата. Это шишак князя, между прочим, Федора Ивановича Мстиславского. Вот он, значит, шел в бой под именем Аллаха. Вот арабская вязь на шишаке. Это уже нам знакомая ерехонская шапка. С ней тоже интересно. В XIX веке ее именовали шлем Александра Невского. Потом сказали, что шлем эпохи Алексея Михайловича. Это уже нам знакомый шлем. На нем арабский текст. Вот поножи с арабскими надписями. Еще оружейная палата. Вот арабский текст идет. Идем дальше. Еще один шлем. Таких шапок ерехонских известно несколько. Он же сбоку, вид сверху, вот арабские надписи скопированы. Солнцев очень аккуратно все копировал, это замечательный труд. Еще одна шапка ерехонская была выставлена недавно в музее историческом. Арабский текст, а здесь написано имя Аллаха на стрелке шлема. Ну вот, вблизи текст вокруг, текст на имя Аллаха очень хорошо и крупно написано на стрелке. А вот это забавный сюжет, я уже не могу о нем не упомянуть, оно нас уводит немножко в сторону от главной темы, но тем не менее, это фотография даже шлема из официального каталога оружейной палаты. Забавно, что этот шлем сфотографирован, будучи зеркально отражен относительно этой оси. Поэтому надпись «Арабское имя Аллах» на стрелке прочесть с первого взгляда нельзя. Когда взгляд человека, знающего арабский, скользит, вот то изображение предыдущее, он мгновенно понимает, что здесь написано слово «Аллах». А вот в этом, когда зеркально отражено, человек скользит взгляд, что-то такое написано, слово «Аллах» не распознает. Это, конечно, может быть типографская ошибка, но почему-то в каталоге, он довольно толстый, все другие изображения помещены как положено. А вот тут случайно вышло так, что имя Аллах прочесть сложнее. Ну и вопросов лишних не возникает у посетителей. Шлем Ивана Грозного хранится в Стокгольме в музее королевского вооружения. Русский текст, это русский текст, Иван Васильевич, все сказано. А выше идет арабский текст. Без перевода, комментариев обычно не дается. Вот наши фотографии из музея в Стокгольме, виден роскошный арабский текст. Вообще шлем роскошный, золото, чеканка, серебрение, булатная сталь. Это очень дорогой, роскошный шлем. Вот арабская вязь идет. Несколько фотографий этого шлема. Еще один шлем эпохи Грозного хранится в музее. Это арабская вязь. Так написано, русский шлем. Еще один русский шлем из Стокгольмского музея, арабская вязь. Стокгольмский музей королевского оружия, подпись «Русское вооружение», на щите вот арабская вязь, вот она идет по краю.
тоже очень богатое, золото, насечка, булатная сталь. Она же сбоку. Это на плечах щитки, защищающие руки, верх плеч, арабская вязь. Мечи, сабли, это, по-моему, Минина, Козьмы Минина, арабская вязь. Это сейчас, я не помню по каталогу, арабская вязь. Вот из альбома Солнцева. Вот арабская вязь наверху. Это поножи. И так далее, и так далее, и так далее. Я уже не буду, я буду так пролистывать. Вот арабская вязь, это можно сегодня увидеть, выставлено в музее, в оружейной палате. Тоже яркий сюжет. Это вот то, что нас заставили забыть. Нас заставили забыть, что на Руси до 17 и даже 18 века люди носили вооружение, украшения, митра из музея Троице-Сергиевой Лавры с арабскими надписями, суры из Корана. Она нас уверяет, что православие было испокон веков враждебно мусульманству. Но вот православная митра из Троице-Сергиевой Лавры, камень, вы видите, вот у нее во лбу роскошный камень, красный. На нем, как оказывается, вот он, съемка вблизи, арабская надпись. На лбу митрополита арабская надпись. Камень значит, слегка поцарапан. Вот съемка, сделанная вблизи. Тем не менее, надпись читается. Это совершенно откровенно, собственно, это и не скрывают сотрудники Троице-Сергиевой Лавры. Это арабская надпись. Имя Магомета здесь присутствует. То есть получается, что русские священники якобы в эпоху противостояния православия и мусульманства носят у себя на лбу текст с именем Магомета и, по-видимому, суры из Корана. Вот крупный снимок этого камня. Любопытно, что этот факт не подчеркивается гидами. Это мы знали просто из источников других. Но мы им благодарны за то, что они позволили нам вот, получить качественные фотографии этого уникального памятника, который ложится вот в общую схему, о которой я рассказывал. Итак, вот это первое, что нас заставили забыть. Нас заставили забыть, что арабские надписи покрывали русское вооружение. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше. Что еще нас заставили забыть? В эпоху реформации, в эпоху раскола империи. Вот мы уже говорили о Бейкосе Яросе. Я говорил об этом очень коротко, но тем не менее суть дела. Мы узнали это место, где, по-видимому, был распят Иисус Христос, гора Бейкос – это Голгофа, а стоящая рядом гора, на которой сохранились до сегодняшнего дня развалины большого средневекового города под названием Йорос, он же Старый Иерусалим, это подлинное место событий, описанных в Евангелиях. Давайте еще немножко поговорим о Евангелиях. Что заставили нас забыть еще, вот, скажем, знаменитый ковчег, в котором сегодня хранятся, как считается, останки 3 волхвов, царей. Ну, знаменитая легенда: 3 волхва, царя, пришли на поклонение Христу, принесли ему свои дары. Валтасар, Мельхиор и Каспар, или Гаспар. Во всех учебниках и руководствах, и
фильмах всегда нам говорят, что эти волхвы были мужчинами, 3 царя, мужчины пришли с Далекого Востока, поклонились младенцу Христу. Однако, если вы посмотрите на оригинал, вот скажем, перед вами ковчег 3 волхвов, в Кёльнском соборе, город Кёльн, Германия, знаменитый собор, вы увидите, что почему-то вот его задняя сторона, вот его передняя сторона, это сцена поклонения, ну, роскошный ковчег, золото, рельеф, чеканка, драгоценные камни, справа Богородица с младенцем, а слева 4 фигуры. Ну, самая 4-я, левая, что нам не интересно, считает, что это якобы император Атон. А 3 фигуры – это волхвы. Колени преклонил волк Каспар или Гаспар, а сзади стоят 2 фигуры – Валтасар и Мельхиор. Это наиболее частое распределение как бы образов в этой сцене поклонения. Обычно один царь, то есть Каспар, уже преклонил колени, подносит дары или свою корону младенцу, а 2 фигуры стоят рядом. Ну и совершенно откровенно, что фигура, которая находится как бы в одной нише, 2 фигуры, это Валтасар, а это Мельхиор, это женщина. Это женщина. Никаких сомнений в этом, вот это вид, еще раз. Сомнений в этом нет, это женский образ. И эта ситуация, как выясняется, когда вы начинаете искать, смотреть изображение, очень часто на массе изображений вы видите, что волк Мельхиор – это отнюдь не мужчина, а это женщина. Это старое изображение этого ковчега 17 века. Это я пропущу. Вот на витражах того же Кёльнского собора есть несколько изображений. Это сцена поклонения волхвов. Вот женщина слева, вот совершенно явно женский образ. Волк Мельхиор, женщина, декольте, красивая фигура. Никаких сомнений в том, что это женщина, конечно, нет. И таких изображений, повторяю, очень много. Вот она в личном виде. Это улицы в Кёльне под названием Валтасар, Мельхиор, Каспар. Витражи. Еще один витраж. Те же самые 2 волхва, Валтасар и Мельхиор. Мельхиор тоже явно женщина. В нашей книге приведено несколько десятков таких изображений. Я же не буду их показывать, конечно. Любой желающий может, всматриваясь теперь в старые иконы, старые изображения, витражи, увидеть, что сплошь и рядом Мельхиор – это женщина. Это противоречит сегодняшней версии истории. Почему противоречит и почему об этом заставили забыть? По реконструкции нашей, по результатам. Картина следующая. Валтасар – это царь Владимир, Мельхиор, Малка, княгиня. Они вместе пришли на поклонение в XII веке младенцу Христу. Каспар – это, по-видимому, казацкий воинский военачальник. Это вот пара царская, Мельхиор и Валтасар. Одна женщина-княгиня, вторая великий князь Владимир, как и изображено на массе изображений старинных. Это центр в Испании, Торрес-Сьюдад. Второй известный сюжет, о чем нас заставили забыть. На массе сцен, изображающих поклонение волхвов, Мельхиор – это либо негр, либо женщина-негритянка. Ну вот изображение, это так называемый цикл под названием «Черная Мария». Таких, в данном случае это Мария Богородица. Почему черная? Но опять же, по-видимому, объяснение очень простое, такой некий штрих, некая гипотеза, но объясняющая суть дела. Путаница в хрониках, люди, позднейшие редакторы не понимали подлинного смысла русских слов. Черная, то есть красная, красивая женщина, путали слово черная. Ну и после этого, когда была сделана такая легкая подмена, художники брали за кисточки, рисовали нам в виде образа Мельхиор, женщины, либо черную женщину, либо черную Марию, так сказать, черная прекрасная Мария, черная. Это целый цикл
изображений и массы работ, диссертаций, почему Мария изображается негритянкой. Вот еще одно изображение волхвов. Здесь уже Мельхиор юноша. Еще одно изображение, где Мельхиор женщина. Вот справа, очевидно, женский образ Мельхиор. Еще одно изображение, три волхва. Еще одна из Германии фреска, витраж женщина Мельхиор. Тут Мельхиор женщина, но уже негритянка в юбке, но черная женщина. Слева женщина Мельхиор, слева женщина Мельхиор, слева совершенно явно очень красивая женщина Мельхиор с раскосыми глазами. Поклонение, знаменитая картина Бандоне, женщина Мельхиор, вот она стоит. Это Валтасар, это женщина Мельхиор. И так далее. Я буду их пролистывать. Женщина Мельхиор, негритянка. Это собор Кёльнский, о котором мы говорили. Еще о чем нас заставили забыть. О распространении символа полумесяца со звездой в евангельском Иерусалиме. Якобы эта символика не имеющая никакого отношения к евангельскому христианству. Тем не менее, в сцене поклонения волхвов, волхвы приходят к младенцу Иисусу со знаменами, на которых реет полумесяц со звездой. Еще один флаг из сцены поклонения волхвов Иисусу, еще один флаг. Ну, это дыры волхвов якобы, которые были. Снова женщина Мельхиор, слева. Снова женщина Мельхиор. И так далее. Я пропускаю их. Таких изображений десятки и сотни. Поэтому, когда будете посещать музеи, ну вот, женщина, довольно красивая, тоже знаменитое сцена поклонения волхвов. Это Валтасар едет за ней. Ну вот, это второй сюжет. То есть нас заставили забыть, что в одном из центральных сюжетов Евангелий присутствует женщина, и это связано с историей Руси-Орды. Далее, мы много уже говорили о расколе империи. Что еще нас заставили забыть и погрузили в небытие? Полумесяцы. Давайте посмотрим. Сегодня нам объясняют и убеждают нас, что полумесяц со звездой – это символ, ну, сегодня Турции, а раньше Османии, Отомании, более общо как бы мусульманство, и что якобы изначально вот возникновение мусульманства, якобы в VII веке православие было, ну, по крайней мере, в натянутых отношениях, в конфликте с мусульманством. Эта символика была якобы чуждой нам, враждебной. У нас на крест, а у них полумесяц со звездой. Но это не так, как выясняется. Вот возьмем гербы старых русских городов. Российская империя, 19 век, происходило несколько переутверждений гербов в 17 веке, в 18. Тут показаны старинные русские гербы многих городов. Это несколько таблиц, такая большая книга. Вы можете увидеть на этих гербах, скажем, вот верхние, Борзна, Зиньков, в чистом виде полумесяца со звездой. А это якобы чисто русские города. Вот полумесяц, Белозерск, далее Костромская губерния, полумесяц перевернутый вверху звезда в виде креста, и так далее, и так далее. Ну, я буду тоже пролистывать. Мариуполь, полумесяц со звездой, полумесяц перевернут, а звезда в виде креста изображена. Полумесяц. Часто полумесяцы искажали, рисовали изогнутые мечи, но суть дела оставалось. Полумесяц со звездой. Ну, Бессарабская губерния, это и так понятно, что там был полумесяц со звездой. Еще одна таблица. Польские гербы.
огромное число полумесяцев со звездой в гербах Польши. Причем это гербы 17-18 веков. Снова русские гербы. Ну, почти все они, как вы видите, в себе несут разные формы полумесяца со звездой. Иногда полумесяц потом искажали в виде рогов изогнутых, подков изогнутых, якорь рисовали. Суть дела оставалась. На Папоне полумесяц – это казацкие войска, вот у них на знамени полумесяц, звезда и крест. Еще гербы из русской и польской истории – это польские гербы. Ну, символика нам хорошо знакомая, наш герб. Еще одна модификация – герб на шпиле Московского университета, если угодно, полумесяц со звездой. Это вот Турция, тот же самый символ полумесяца со звездой. Наша символика на монетах, серп-молот, тоже одна форма. Еще одна форма на процветшем кресте. Наш крест, и на нем полумесяц прямо прикреплен. Стандартная ситуация, спрашивают часто люди у церкви, почему у нас крест, а под ним полумесяц. Стандартный ответ, что якобы тем самым символизируется, что крест победил полумесяц. Но, как мы сейчас понимаем, это просто одна из форм полумесяца со звездой, где крест изображает звезду. Вот довольно хорошо видно. Полумесяц со звездой в виде креста сделано. Это наш Кремль. На его куполах та же самая символика. Полумесяц – это тоже в Кремле. Теремной дворец. Полумесяц со звездой. Западная Европа, ну, это мантия Карла. Вот слева, видите, на мантии полумесяцы в чистом виде. Западная Европа очень гордилась. То есть мы видим символику Ордынской империи, где наряду с крестом полумесяц со звездой был символом государственности, естественно, входил в символику империи. Это был отнюдь не символ врага, который был побежден, а обычный уважаемый государственный символ. Гербы дворянства Швейцарии, 17 и 18 век, в чистом виде полумесяц с 3 звездами. Они гордились еще в 17 веке, что они являются наследниками Великой империи. Тоже швейцарские гербы дворян 17 века, полумесяц со звездой. Разные формы. Видим подковы. Полумесяц, над ним звезда. Швейцария, замки 17 века очень гордились. Вот здесь, видите, полумесяц со звездой. Это дверь камина, решетка каминная. Мебель западноевропейская, Швейцария, полумесяц внизу, звезда вверху. Полумесяц в виде рогов. Вот дворянин 17 века из Женевы держит в руке коробочку в виде подарка. Там написан комментарий. Он дарит какое-то богатое украшение своей жене. Ну вот справа полумесяц и 2 звезды. Тоже гордился этой символикой. По поводу Японии мы уже говорили. Япония, самураи. Сейчас объясняют, что Япония никакого отношения к христианству не имела. Вот старинная карта. Карта 17 века. Справа вверху видите Японию. Сейчас будет увеличение. Вот Япония. Над японскими островами высится гигантский крест христианский на старинной карте. Скорее всего, он фиксировал реальность той эпохи. Это была христианская страна. Вот он в увеличенном виде. И тогда это никого не удивляло. Это еще все знали и считали, что, само собой разумеется, что в Японии в той эпохе царило христианство. Это то, о чем мы говорили. Самурайские доспехи. Пойдите в любой музей. В Москве была недавно выставка доспехов самураев, роскошных, частных собраний. У всех самураев почти на голове украшение в виде полумесяца, иногда звезда. Ну вот, такое типичное
самурайское украшение, полумесяцы. Вот полумесяц с солнцем, звездой, между ними еще одна форма полумесяца, еще одна форма в виде рогов. В центре звезда свастика, свастика одна из форм христианского креста, и у нас в православии этот крест очень был распространен, свастика. Вот он на вооружении самураев изображен. Еще один вариант рога, полумесяц в виде рогов. Старинное изображение японской, внизу слева символ военный японский, полумесяц в виде цапли, головка, на самом надеянии свастики и полумесяцы. Вот наверху полумесяц со звездой. Вот военный символ самураев, полумесяц. И из музея московского это украшение самурая в виде полумесяца. Крест, обычный крест, такой трехконечный христианский вверху, полумесяц. Катарский крест, широкий крест православный внизу справа, вписанный в диск, считается символом катаров, еретиков во Франции и Италии. Как выясняется, это обычный православный символ, в нем ничего еретического нету, а это символика на вооружении японского самурая пожарного, 19 век. Более старое вооружение самураев, свастики, всюду свастики, это обычные христианские кресты. Разные формы бытовали у нас, и такая форма, и такая форма. Вот полумесяц со звездой. Ну, это по поводу нашего предыдущего разговора. Фотография последнего самурая в Айзу. Он жил довольно долго, уже попал в эпоху фотографии. Ну, вот его облик, ничего в нем такого современного японского нету, обычный европейский человек, усы. Вот последний самурай Айзу. Это то, что мы обсуждали. Остров Езу, он же Айзу на севере Японии. Это снова кресты. Полумесяц со звездой Западная Европа, это Испания, Сантьяго де Компостела, собор громадный, христианский, полумесяц со звездой, катарский крест. Вот яркий сюжет. Осада Вены турками. Карта огромная, где изображена Вена того времени. В центре собор Святого Стефана. У него шпиль. На шпиле, сейчас мы увидим, вплотную будет увеличение, полумесяц со звездой, османский. Вот он, полумесяц со звездой. Вот он в чистом виде изображен на шпиле. Она объясняет, что Вена была осаждена плохими турками, а хорошие христиане находились в Вене, они воевали с турками, но почему-то на вершине одного из главных соборов в Вене христианских Святого Стефана мы видим полумесяц, символ якобы враждебных турок. Далее происходит следующее, очень интересное. Этот полумесяц, это еще одно изображение полумесяца со звездой на Святом Стефане, уже на другой карте, еще одно изображение. Это на турецкой карте, тот же самый собор, более символично в Вене, вокруг пушки, которая стреляет по Вене, на вершине собора полумесяц со звездой в турецком исполнении нарисован. Это полная карта турецкая. До второй половины 17 века этот символ находился на вершине собора Святого Стефана. В 17 веке сняли, наконец, этот символ, изменили его на имперского орла с крестом. Вот братья Решут, которые снимают этот полумесяц в 17 веке, вторая половина. Сегодня он висит в музее города Вены на первом этаже. Но сейчас подняли на второй этаж. Два луча звезды, их было 8, отломано. Внизу полумесяц. Как нам объясняют, внизу венцы выгравировали «Кукиш» и написали «Вот тебе Сулейман», выражая тем самым свое гордое презрение плохим туркам, которые осаждали Вену. По нашей реконструкции, это попросту были междоусобные конфликты на территории империи. Сама Вена входила в состав империи, символ был государственный символ империи, и не было в нем ничего
враждебны и еретическому населению Вены до середины XVII века. Но потом, когда уже сменилась парадигма, когда историю изменили на новую, конечно, символ староордынский объявили враждебным, неприятельским, и стали говорить, что венцы вот таким образом выражали свое презрение к туркам. Довольно интересно, что если вы в этот музей сегодня придете, вы увидите на стене полумесяц, но комментариев вы не увидите. Путеводители по музею Святого Стефана подробнейшим образом рассказывают о мелких фрагментах ремонта, когда, где поменяли кафельную плитку на полу, когда, где фреску чуть-чуть подкрасили. Но о судьбе главного символа собора, полумесяца со звездой Христа, полное молчание. В музее он, конечно, есть, но без комментариев, вообще никаких. И если вы знаете суть дела, вы, конечно, обратите внимание, а если не знаете, то пройдете мимо. Вот как работает как бы такое некое замалчивание подлинной истории, которая явно выпадает из нам привитых представлений об истории Вены и вообще Австрии позднего Средневековья. Можно перевести, то есть хотите, я переведу надпись на немецком? Да, это я пропустил, чтобы как бы... Душевная очень. Значит, написано, что установлен в 1514-19 годах, снят в 1686, долгое время по ошибке считался мусульманским символом. Да. А на самом деле символизирует разделение властей между папой и кайзером. Солнце и луна. Что солнце – это, по-моему, кайзер, а папа – это полумесяц. Наоборот, папа – солнце, а кайзер – полумесяц. Это интересный сюжет. Я просто о нем говорить не хотел для экономии времени. Это вторая табличка, которая появилась в музее города Вены, где находится полумесяц, как нам кажется, под влиянием наших книг. Когда мы впервые этот факт обнародовали в 2001 году, мы написали все, что мы считали нужным, по поводу полумесяца. Потом, по-видимому, люди стали, приходя в музей, спрашивать, что же это за символ такой, как это все понимать по нашим книгам. Может, да, наверное, даже 98-й год, да, 98-й год. Прошло несколько лет. Мы считаем, что мы знаем такие факты, нам сообщали. Люди, приезжая в музей города Вены, спрашивали у гидов, а вот у вас на стене полумесяц со звездой, снят в 17 веке, как же так? Собор главный, огромный, католический, на нем символ враждебный, как это все понимать? По-видимому, под влиянием наших книг они придумали вторую табличку. Это вторая табличка, которую мы сейчас вот видим, и Андрей Ильич ее нам перевел. Это первый шпиль собора Святого Стефана. Нет, это было написано именно первоначально. Ага. Это и там было написано. Но объяснение сделано вот недавно. Они решили написать так, что, дескать, вот полумесяц со звездой, но не думайте, что это символ османов, а это совсем иное. Это означает, вот как историки нам предлагают думать, что папа это солнце это папа, а луна это царь, кайзер. Так вот, комментарий на эту тему. То есть они объясняют сегодня, что ничего османского в этом символе нет, это просто старый символ, который означал луна – это кайзер, а солнце – это папа. Это попытка неуклюже уйти от объяснения, поскольку если действительно так, то получается, что венцы до 17 века так и думали, что это их родной, хороший символ папа луна, папа солнце, кайзер луна. А в 17 веке они вдруг поняли, что это символ враждебный, османский. Сняли его, написали на нем надпись гордую, нарисовали кукиш и написали «Вот тебе Сулейман». И повесили в музей. Все это очень неуклюжие попытки скрыть суть дела, что перед нами старая символика государственной Ордынской империи, которая до конца 17 века украшала собор Стефана. Ну, это я пропущу. Это еще один штрих по поводу того же собора Стефана. О нем путеводители говорят очень глухо, либо умалчивают. В одном путеводителе
только обнаружилось, и было потом выяснено, что это так и есть. Узор на Святом Стефане. Вот узор. Этот узор, он довольно индивидуальный. Пишут так. Это узор османских ковров, которые были распространены в Османии очень долго. Это такой стандартный османский узор ковра. На крыше главного собора Вены, того же Святого Стефана. Повторяю, все путеводители молчат, вот кроме одного, сказано глухо. Это все ложится в одну строку с символом полумесяцем на шпиле. И символ был имперский, османско-ордынский, и крыша была, естественно, украшена османской символикой. Потом это было забыто, и сейчас как бы так скрывается молчаливо. Вот, это замечательный кукиш, который очень аккуратно и гордо смелые венцы выгравировали на полумесяце. Сняли, по-видимому, да, на символе кайзера. Вот. На символе уважаемого кайзера они вот изобрели кукиш. Почему? Ну, понятно почему. Когда империя раскалывалась, в эпоху смуты снимать имперский символ было опасно. Могли вернуться османы или Орда, решили его оставить. Ну, стало понятно, что уже Османия, скорее всего, не вернется в Вену, в Австрию, и Орда тоже. Тогда вспомнили о символе, сняли и нарисовали кукиш. И очень гордятся им до сих пор, как есть своей смелости, как вот смело мы Сулейману высказали свое презрение. Вот полная надпись. Тебе на память, Сулейман. Ну, это старые рисунки этого символа. Новый символ, который они поместили, орел. Еще раз по поводу символики. Ну, вот картины Босха, евангельские сцены. Ничего в нашей современной версии османского тут быть не может. Смотрим более пристально. Нам здесь показывает Иерусалим, Евангелий тех времен. Сзади мы видим знамя, вот оно увеличивается, на знамени мы видим османский полумесяц. Еще одна картина Босха «Коронование Христа терновым венцом». Тоже Иерусалим, это жители Иерусалима, евангельских времен, якобы еще никакого мусульманства. На платке одного из участников мы видим полумесяц со звездой. Ничего удивительного, полумесяц со звездой возник, по-видимому, как раз как символ христианства, связан, по-видимому, с символикой Христа, солнечное затмение, вспышка сверхновой звезды. Символ возник в XII веке, с тех пор был связан с Христом, с Евангелиями. Потом он остался у османов, как их символ государственный, но с самого начала он был христианским, и ничего в нем враждебного православию, христианству никогда не было. Что мы видим по старым картинам, например, Босха. Старая гравюра Дюрера на шапке Пилата, на полумесяц. Следы старой символики в Германии, германский город Галле, полумесяц со звездой в чистом виде. Спрашивают многие туристы, опять же, все-таки символ города, допустим, вот мы победили османов, ну а почему же вот их символ враждебной символики города Галле? Объяснение в путеводителях, как же в путеводителе написано. Да, вот действительно полумесяц со звездой османский символ, но не думаю, что полумесяц со звездой, это на самом деле ковшик, в котором наши предки мыли соль. Здесь, где-то на окраине города Галле, были соляные разработки. Поэтому не удивляйтесь, это не враждебный символ, а просто соль, которая растворяется в ковшике. Тоже город Галле, тоже полумесяц со звездой. Швейцария, полумесяц со звездой. Кёльн, полумесяц со звездой на флаге кайзера, между прочим. Старая гравюра в Кёльнском музее на флаге кайзера, полумесяц со звездой. Это Германия. Нюрнберг, Германия, на вершине полумесяц
со звездой на вершине ратуши, Стокгольм, ратуша, полумесяц на вершине ратуши, сегодня он там висит до сих пор, его не снимают, ратуша стокгольмская знаменитая, здесь вручают Нобелевские премии. Полумесяц справа, слева звезда, вид снова полумесяца со звездой. Более того, главная башня стокгольмской ратуши, на стене, вот раньше будет видно крупный полумесяц со звездой, отдельно звезда, отдельно полумесяц. Вот полумесяц выложен кирпичами, а вот звезда выложена кирпичами на той же ратуше. Снова османские самураи в виде рогов. Еще один символ в Западной Европе на каждом шагу. Петух на вершине храма. Это вот крест, а на вершине почему-то петух. Как мы сейчас понимаем, это, собственно, одно из искажений полумесяца, иногда со звездой. Объяснение. Спрашивают многие, что за петух, почему петух на вершине храмов. Вот петух старинный, снят в Нюрнберге, петух с короной, звездой. Это современные варианты, это Австрия на шпилях, петух. Полумесяц – это крест, а на вершине полумесяц. Ответ стандартный у гидов, что петух, который мы видим на шпилях, это на самом деле петух Святого Петра. Как мы знаем по Евангелиям, когда Петр как бы частично предал Христа и от него там отрекся, то как бы ему было сказано, вот, когда петух пропоет. И вот якобы это символ, петух Петра, вознесен на вершины соборов. Ну что странно, опять же, в нашем присутствии многие люди удивлялись, почему же этот символ, вроде как предательство Петром Иисуса, вознесено на шпили соборов. Что уж такого в этом символе почетного? Объяснение простое, это никакой не петух Петра, а искаженная форма полумесяца. Ну вот, но опять же, Западная Европа, это Эрмитаж, вооружение рыцарей, все покрыто полумесяцами, со звездами. Можете войти в рыцарский зал, огромный, на втором этаже Эрмитажа. Подойдете и увидите, что все покрыто символикой османской, хотя это рыцари западноевропейские, как нам объясняют французские рыцари, немецкие рыцари, гордо носили на своем вооружении полумесяц со звездой. Так, значит, пойдем дальше. Итак, что еще нас заставили забыть? Нас заставили забыть мыс Фиолент. Нас заставили забыть, что, согласно нашим результатам, Христос родился в Крыму на мысе Фиолент. Это забыто очень прочно, как и забыто то, что Йорос на Азиатском берегу Босфора, это бывший Иерусалим евангельский, а рядом Голгофа, Бейкос, где был распят Христос. То есть мы нашли место распятия. Мы нашли и место рождения Христа Крым, мыс Фиолент, сейчас вкратце покажу. Здесь же, в Крыму, почила и Богородица. Знаменитый Успенский монастырь расположен именно в Крыму. Это схема, как плыли люди из Стамбула в Крым. Ну вот Севастополь, мыс Фиолент. Это схема течений в Черном море. Это карта, вот она лежит, я показывал, Петингерова. Здесь, на том месте, где гора Бейкос, написано, что здесь стоит город Хрисополь, город Христа. И по Евангелиям волхвы пошли на поклонение младенцу. Как сейчас мы понимаем, явившись к Ироду в Царьград, в Йорос, еще не был Царьграда, в Йорос, Иерусалим Евангелии, узнавши, где находится младенец Иисус, а родился он в Крыму, на мыс Фиолент, они поплыли на корабле туда, хотя об этом не говорится, но они плыли, по-видимому, плавание волхвов. Так устроено течение в Черном море, что если вы держите курс на полярную звезду, то вас течениями сносит в нужном направлении, вы попадаете в точности на мыс Фиолент, что и показано на этой карте.
сохранились старинные изображения, где показано, как волхвы плывут, ведомые звездой. Как мы понимаем, это полярная звезда. Она же, по-видимому, смешивалась с Вифлеемской звездой в некоторых текстах. Повторяю, держа курс на полярную звезду, капитан корабля приводит свой корабль на мыс Фиолент. Вот еще один старинный герб. В море корабль, ведомый звездой. Полярной звездой, она же тут показана как комета. Вот еще один вариант. Путь солдат Ирода сюда же. Вот сам мыс Фиолент. Ну, об этом у нас написана книга. Очень подробный анализ. Книга под названием «Христос родился в Крыму. Точка». Там же умерла Богородица. В Крыму находится знаменитый пещерный храм Рождества Христова. Таких храмов пещерных, в общем, больше нет. Только в Крыму такой есть храм, вполне почитаемый и находящийся. Это старинный храм. Это мыс Фиолент. Фотография сверху. Здесь же очень много легенд об Ифигении, о Диане. По нашим результатам это различные отражения Богородицы. Был храм Дианы, как раз в Крыму, недалеко от мыса Фиолент. На вершине скалы находится Свято-Георгиевский монастырь. Там церковь, у ее основания храм пещерный Рождества Христова. Можете его посетить, это уникальное место, замечательное. По легенде явился святой Георгий сюда и спас моряков. Сейчас я покажу. Это старинное изображение, кстати, Дианы, которое связывается именно с Крымом, с мысом Фиолент, потому что был храм Дианы и Ифигении. Вот знаменитое изображение Дианы с животными, с ланью, разные формы Дианы. Она же Богородица в виде Дианы кормящей, еще разные виды Дианы, она же Богородица, она же... Это скала святого Георгия у мыса Фиолент, там стоит крест. По легенде, святой Георгий, он же, как мы понимаем, одно из отражений Христа в формах гор, Георгий. Гором именовали Христа в Египте. Он явился на скале и в сиянии спас моряков. Одно из отражений по Вифлеемской звезды. Вот, собственно, мы входим в этот храм, снова мыс. Это богиня с младенцем Гором, он же Христос, это старое изображение из Египта. Вот вид сверху на скалу святого Георгия, вот монастырь, храм, церковь. Вот внизу вход в храм пещерный, вот сам храм внутри. Ну, дальше туда, собственно, в саму пещеру, где родился Христос, не пускают, но, тем не менее, в сам храм войти можно. Ну и здесь же очень много следов того, что именно в Крыму почила Богородица. Христос в виде Зевса, царское христианство с XII века по XIV, когда наконец-то сменилось в результате Куликовской битвы на апостольское христианство. Это разные варианты изображения Зевса, он же Иисус, это я пропущу. Здесь же Амфал знаменитый в Крыму находился. Амфал связан, опять же, с Христом. Здесь же в Крыму целый куст легенд караимов и местных татар о колыбели Спасителя мира, она же колыбель Христа, она же, по-видимому, чаша Грааля. Недаром на протяжении 19-20 веков масса людей пытаются найти чашу Грааля именно в Крыму. Там даже были экспедиции немецкие во время войны. Это все следы символики, которая здесь возникла. Вот это, кстати, колыбель османского принца, как они сами отмечают, сделаны по образцу колыбели Спасителя мира. И чаша Грааля, она же колыбель Иисуса, есть масса изображений. Это христианское изображение, чаша, куда якобы собрали кровь Христа, она же колыбель. Это наш музей румянцевский в Москве. Стандартные изображения, когда кровь Христа собирает в чашу.
Это изображение в Крыму на куполах старинных разрушенных храмов. Христос в чаше в колыбели. Это остатки старых росписей в Мангупе. Это Крым, пещерные города. Это еще одна фреска, тоже в Мангупе Христос в чаше в колыбели, она же чаша Грааля. Это из альбома академика Солнцева, изображение, опять же, Христос в чаше в колыбели, она же чаша Грааля. Еще одно изображение аналогичное. Тоже стандартное изображение типа Троицы, чаша, иногда в ней рисовали голову Агнца на Христа. Это все разные преломления, тоже символики. Чаша и колыбель Иисуса. Это Троица Рублева. Такие изображения сотни, где Троица показана. Вот старинное изображение очень редкое. Чаша, где лежит сам младенец. Чаша Грааля, опять же, колыбель. Это Крым, пещерные города. Если там будете, то обязательно посетите храм Рождества Христова. Понимая суть дела, многое станет более ясно. Недалеко от этих мест Успенский монастырь, там было Успение Богородицы, рядом город знаменитый Чуфут в Кале. В этом городе на вершине скалы была первоначальная ее гробница, потом ее там перенесли ближе к Успенскому монастырю. Сейчас там осталась только такая условная гробница в самом Чуфут-Кале. Ну вот, я думаю, на этом сейчас мы закончим. Еще пару слов в заключение. Итак, с самого начала я поставил вопрос, и вот на него старался дать ответ. Что же нас заставили забыть? Очень многое. Значит, вкратце перечислю. Заставили забыть факт существования империи огромной, охватывавшей, собственно, весь тогдашний цивилизованный мир с 13 по начало 17 века. Европа, Евразия, Америка, часть северной, часть южной и большая часть Африки. Заставили забыть ее раскол в начале 17 века. Заставили забыть войны реформации как раскол империи, и это подали как якобы борьбу религий, а потом как борьбу местных элит. Заставили забыть, что славянско-тюркский язык был в основе придуманных языков в 17-18 веке. Все языки возникли именно в это время. Заставили забыть, что нации в современном смысле тоже не было ранее 16 века. До этого были подданные империи. Понятие нации, национальности, границ, языков возникло в эпоху раскола. Это все 17-18 века. Отсюда же и возникли напряжения между разными нациями, конфликт религиозный, этнический и тому подобное. Это все события эпохи реформации. В эпоху монопольной власти ордынского царя, хана, императора ничего подобного, по-видимому, империи не было. Все эти конфликты, раскол, вражда, иногда очень жесткая, это все началось в эпоху реформации. Заставили забыть знаменитые святые места. Рождение Христа на мысе Фиолент, остался только памятник, храм, все-таки он остался, слава Богу. Заставили забыть, что Богородица почила в Крыму, недалеко от Успенского монастыря, Чуфут-Кале. Заставили забыть, где был распят Христос, что это гора Бейкос, рядом с Йоросом, на Азиатском берегу Босфора, недалеко, перенесенный потом из Йороса Константинополь, он же Царьград, потом возник Стамбул, столица империи. Заставили забыть, что метрополия Руси, империи была на Руси, и Османия, и Царьград, это были два крыла одной империи, это был союз очень тесный. Метрополией Руси-Орды была как бы сосредоточена военная власть, администрация, центром второй половины империи был Царьград, такой более, это был явно Иерусалим, он как бы был освящен тем, что здесь был распят Иисус Христос, такой более идеологический центр.
заставили забыть вообще многие святые места христианства. Они были уничтожены или названы по-другому, или переименованы. Старинные храмы царского христианства с XII по XIV века были объявлены языческими, а потом их объявили христианскими, чуть-чуть заменив название. Сказали, что вот на месте этой церкви святого Аполлония, скажем, в Вене, раньше был храм языческий святого Аполлона. Но, конечно, была совсем другая религия, враждебная нам, а вот мы теперь поклоняемся тут святому Аполлоне. Хотя, по сути, это был один и тот же храм, просто сменили название, вывеску, сменили ярлык. Вот такая операция была проделана с древней историей, и она оказалась успешной. Однако не совсем. Из того, что мы обнаружили, и то, что мы делаем сейчас, видно, что осталось многое. Осталось, даже более того, осталось очень многое. И взгляд на все эти вещи, такой непредвзятый, вскрывает на каждом шагу массу вопросов. И, по нашему мнению, наша реконструкция, которую мы в виде гипотезы предложили и предлагаем, в целом она справедлива. По сути, в ее схеме основной мы не сомневаемся. Конечно, там может быть много пробелов, ошибок мелких, но в целом мы считаем, что реконструкция у нас сделана, по большому счету, и взгляд на историю становится более естественным, более таким, как бы, соответствующим нашему представлению о скорости развития цивилизации последние лет 200-300. Поэтому события раскола империи очень поучительны. Они помогают понять, как и вообще новая хронология, что происходит в мире сейчас, даже в мире недавних событий. Очень многие территориальные споры основаны на хронологии. Но споры вокруг территории на Ближнем Востоке сводятся почти мгновенно к вопросам хронологии. Типа, что мы здесь жили раньше вас, поэтому это наши земли. Отсюда и конфликт. И когда мы меняем даты, то меняется все. Меняется в том числе и освещение многих конфликтов современности, которые начались в XVII-XVIII веке. Что еще забыто? Ну, забыто то, что знаменитый труд Иосифа Флавия «Иудейская война» описывает на самом деле взятие Москвы войсками Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина в начале XVII века. Это событие знаменитое в античной истории. Как выясняется, оно расположено совсем близко к нам. Это начало XVII века. Забыто, что известный наш герой Иван Сусанин, это не какой-то лубочный персонаж, над которым иногда посмеиваются сегодня. Забыто, что он был описан в трудах Светония, как известный римский патриций, участвовавший в войне вокруг Иерусалима, то есть по Иосифу Флавию взятие войсками Минина и Пожарского в Москву в начале XVII века. А то, что нам сегодня предлагают в качестве останков Ивана Сусанина некую легенду, и даже бюст его слепили, это, к сожалению, некие фантазии, основанные исключительно на неправильном понимании романовской, миллеровской версии истории. Забыто, что античные авторы, нам все хорошо известные по именам Тит Ливий, Геродот, Светоний, Ксенофонт и прочее, это реальные люди, которые жили и писали в эпоху с 16 по 17 век нашей эры включительно. Потом их работы были подвергнуты редакции, где были заменены даты, и они были объявлены очень древними. Это люди, которые в своих оригиналах никого обманывать не хотели, писали подлинную историю с 13 по 17 век нашей эры. Забыто то, что Библия – это текст, написанный в эпоху с 12 века по 17 век нашей эры, сначала Новый, потом Ветхий Завет. Это все нас заставили забыть. И многое другое.
Ну вот на этом я закончу. Владимир Владимирович.